Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила узбекский плов. Я больше чем уверена, что самый правильный узбекский плов могут приготовить узбекские повара, узбекские хозяйки. А я всего лишь хочу поделиться своим рецептом узбекского плова. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом узбекского плова, этого ароматного, душистого, да что там душистого, восхитительного блюда вместе. Итак, в первую очередь обжариваю мясо. Для узбекского плова подходит жирное мясо. Это может быть как говядина, так и баранина. И так как узбекский плов все-таки мусульманское блюдо, ничто другое сюда не вписывается. Я отправляю кусочки говяжьей грудинки в кастрюлю с толстым дном и под закрытой крышкой обжариваю мясо на среднем огне. А пока обжаривается мясо, я подготовлю другие ингредиенты. 2 больших луковицы нарезаю на тонкие перышки. Солю, чуть-чуть мну лук. Затем нарезанный лук перекладываю в глубокую посуду. В обязательном порядке накрываю миску с луком и пока оставляю нарезанный лук в сторонке. Теперь касательно количества моркови в узбекском плове. Тут очень важно держать баланс. Не стоит узбекский плов набить морковью, но его эпизодичное участие в плове тоже не дело. Я пропускаю морковь через среднюю терку, хотя правильнее всего нарезать его соломками. Я, как всегда, выбираю более облегченный вариант. Все это время нельзя забывать о мясе. Мясо надо мешать, хотя бы иногда. Убавить огонь при необходимости. В общем, надо бы проконтролировать ситуацию. За это время, кстати, на это уходит примерно полчаса. Мясо сперва пускает сок, затем жидкость постепенно испаряется. И когда мясо пускает уже жир и потихоньку покрывается нежной золотистой коркой, к нему можно отправить лук и растительное масло. Я сегодня использую оливковое масло. Его можно заменить на любое другое рафинированное, а еще лучше, насколько мне известно, на нерафинированное растительное масло. Кстати, подправьте, пожалуйста, меня в комментариях, если это не так. Ну, а если идти по законам искусства, насколько я знаю, в узбекский плов идет хлопковое масло. Я, честно говоря, даже не знаю, продается ли у нас где-то хлопковое масло или нет. Хотя, скорее всего, да. Сейчас в магазинах, слава богу, все есть. Также мясо дальше обжариваю на среднем огне, но уже вместе с луком. Естественно, периодически мешаю мясо с луком. Обжаренный на растительном масле лук приобретает очень нежный аромат и вкус, а мясо, естественно, пропитывается ароматом лука, да и лук впитывает в себя запах и аромат обжаренного мяса. И вот после такого удачного взаимодействия и после того, как лук уже обжарился до бледно-золотистого цвета, отправляю в кастрюлю морковь. Обжариваю, тушу морковь вместе с мясом и луком под закрытой крышкой примерно 10 минут. За это время, естественно, также мешаю это жаркое. Огонь пока средний. Вот теперь отправляю в кастрюлю соль и целый букет пряностей. Список пряностей вы видите на ваших экранах. Эту же информацию, да и вообще список всех ингредиентов оставлю внизу под видео. Так что туда тоже советую заглянуть. Теперь отправляю в кастрюлю рис. Я предварительно несколько раз помыла рис сперва под достаточно теплой, а под конец даже под горячей водой. Да, еще такой момент. Вообще узбекский плов готовят из круглозерного риса. Я его всегда готовлю из длиннозерного риса, но это не совсем правильно. Наконец заливаю все водой.
А вода не просто должна покрыть рис. Уровень воды должен быть на 2-3 сантиметра выше уровня риса. Сверху риса кладу целую головку чеснока, затем уменьшаю огонь и даю рису томиться примерно час. За это время я несколько раз сливала конденсат, который собрался под крышкой кастрюли, но при этом ничего трогать больше не надо, а тем более мешать. Ну что, друзья, самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, плюс минимальное количество потраченного времени перед плитой, и вуаля! Изумительно нежный, ароматный, сытный и в меру сочный узбекский плов готов. Обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких. Узбекский плов может украсить любой ваш праздничный стол. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения и побольше приятных поводов для застолья. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.